Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэйхёном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Тэйхён в армии уже 402 дня. Увидимся через 146 дней. Чингук в армии уже 401 день. Увидимся через 147 дней. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэйхёном. Обновление Виверс. Здравствуйте, мы рады объявить о выпуске фотокниги Ви-Реви. Реви – сказочное путешествие, которое началось, когда Ви отправился в Париж. В этом фотобуке запечатлены особые часы свободы, которые Ви провел в Париже, городе романтики. В отличие от традиционных дизайнов фотокниг, коллекция представлена в экзотической винтажной упаковке, 113 страниц которой можно использовать в качестве открыток. Открытки с вырезами, магниты, брелки для ключей и другие предметы, вдохновленные местным парижским духом. Даже упаковка фотобука изысканная, а что же за красота будет внутри? Фотобук Реви будет состоять из открытка 80 на 130 мм, 133 штуки, карточка 118 на 78 мм, 1 единица, магнитик 40 на 52 мм, 1 штука, брелок для ключей 35 на 80 мм, 1 штука. Период предварительного заказа 14 января по 2 февраля. Официальный выпуск фотобука состоится 6 марта. Вивершоп объявил о начале предпродажи Ви-Реви. Бонусы, которые получат покупатели при бронировании. Виверс Глобал. Закладка и мини-плакат. Виверс фан-клуб Япония. Плакат А3. UMS фотокарта, Какао Толк, наклейка для карты. Ви-Реви в настоящее время является самым продаваемым товаром номер 1 на крупнейших маркетплейсах Кореи и Японии. Поздравляем нашего короля продаж, когда этот человек все успевает. Столько всего нового, и при том, что сейчас Тэйхён в армии. Он на славу потрудился перед зачислением, наш трудоголик-козерог. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему анализ отношений Вигу. Разница между дружбой и романтическими отношениями. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и первом закрепленном комментарии. 7 лет назад Тэйхён поделился видео с маленьким Йонтани. Как быстро летит время, такой он еще крошечный, даже лаять толком не умеет. Тэйхён подарил этому сладкому пушистику лучшую жизнь. Чингук занимает первое место среди мужчин-солистов и 20-е в рейтинге исполнителей кей-поп в Японии по общему объему продаж в чарте Oricon, собрав 22,8 миллиардов корейских вон. Браво, Чингук, поздравляем и гордимся! Парочка новых фото с Бами. Отца не видим, хоть на сыночка полюбуемся. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэйхёном. 5 место. Чингук, когда смотрит на Тэйхёна, просто выпадает из реальности.
Момент, когда время, кажется, останавливается, и весь мир вокруг них теряет смысл. Как будто они одни на этой планете, и только их связь имеет значение. Чингук не может устоять перед таким милым Тэхёном. Сначала щипает его, а потом стоит и смотрит на него, не отводя глаза. Что было в голове у Чингука, когда он так смотрел на Тэхёна? Остается только гадать. Возможно, он думал о том, как сильно ценит Тэхёна, как его присутствие наполняет его жизнь радостью и светом. А может, он просто наслаждается моментом, когда может наблюдать, как Тэхён смеется, шутит или просто существует. 4 место. Тэхён скрывает, что Чингук у него дома. Психологи утверждают, что когда человек во время разговора прикасается к своим губам, тема разговора его смущает, или он не хочет делиться какой-то информацией и хочет закончить разговор. Чингук начал петь на фоне, а Тэхён сразу же резко попрощался. А позже вернулся и рассказал, что Чингук играет с его друзьями у него дома. И обратите внимание, что Тэхён прикасается к своим губам. Мне кажется, что там не было друзей, только они двое. А про друзей он сказал просто, чтобы отбросить тень. Я люблю подобные моменты. Они напоминают нам о том, что мы видим лишь малую часть чужой жизни, и часто только то, что нам позволено видеть. Если бы Чингук случайно не запел, никто бы и не догадался, что он был у Тэхёна дома. 3 место. Ваше счастье в ваших руках. Счастье – это то, что каждый из нас стремится найти и сохранить. Мы ищем его в мелочах, достижениях и, конечно же, в отношениях с любимыми. Одним из самых трогательных и значимых моментов в жизни является возможность делиться счастьем с теми, кто нам дорог. Тэхён крепко держит Чингука в своих объятиях, и в это мгновение они оба ощущают, как мир вокруг становится теплее и светлее. Такие моменты наполняют жизнь смыслом и огнем. Как показывает история Тэхёна и Чингука, иногда достаточно просто быть рядом друг с другом, чтобы понять, что счастье уже здесь. 2 место. Чингук всегда будет подставлять Тэхёну свое крепкое плечо. Вигу находит утешение и спокойствие друг в друге. Чингук говорит: солнце здесь очень ярко, мне очень жарко, здесь очень жарко, не так ли? Чингук ткнул Тэхёна в носик, а тот не удержался и прилег Чингуку на плечо. Такие они нежные и милые, я не могу. 1 место. Вигу – семейная парочка, которая разделяет одну миску лапши. Так смешно было наблюдать за реакцией участников, когда они замечали, что Чингук и Тэхён ведут себя по отношению друг к другу слишком откровенно. Тэхён съел ту же часть лапши, что выпала изо рта Чингука, и лицо Хосока в этот момент. Со временем участники привыкли к этому и перестали удивляться. Но наблюдать за их реакциями было поистине весело. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!